Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему, что он вам писал, но так и не отправил. Какие мысли он собирался вам изложить, чем собирался поделиться, но, собственно, так и не решился все-таки об этом вам рассказать. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Выбирайте свою. Кому нужно, ставьте на паузу. Тайм-код будет указан в описании под видео. И начиная с первой позиции, начиная с первого варианта, давайте посмотрим, что же он вам писал, но так и не отправил. Итак, давайте, знаете, сначала посмотрим его отношение к вам, посмотрим, как человек в целом вас воспринимает, как к вам относится. Как он вас воспринимает, как к вам относится. Между вами какие-то, вы знаете, непонятные взаимоотношения. Карта лабиринт – это символ того, что много вопросов и очень мало ответов. Чем больше мы стараемся разобраться в том, что имеем, тем больше как-то вот заблуждаемся, тем больше углубляемся и погружаемся в какие-то дебри. Старается, знаете, вот как-то детально присмотреться к тому, что происходит между вами. Есть трудности, препятствия, преграды. Здесь не вижу того, чтобы были какие-то, вот знаете, продуктивные отношения, которые могли бы принести стабильность и вам, и ему. Но нужно сказать, что человек, он ответственный. Он здесь привык выполнять свои обещания. Он привык как-то брать ответственность за тех людей, которые ему дороги. В отношении вас, вы знаете, в принципе, есть настрой на что-то такое, знаете, вот серьезное, на что-то ответственное, но очень много вопросов, на которые он не знает пока ответов. Он старается их найти, он старается как-то, вот знаете, как под микроскопом это все разглядеть, но, судя по всему, не получается. Плюс ко всему есть какие-то препятствия, преграды, которые затрудняют этот процесс и затягивают. А что он чувствует по отношению к вам? Какие чувства он испытывает к вам? Какие чувства он к вам испытывает, этот товарищ? Его очень сильно к вам тянет. Очень-очень сильно. Здесь прям, вот знаете, без вас ему одиноко. Без вас ему сложно, плохо. Он прекрасно чувствует ваше отсутствие. Ой, ну здесь прям 3 старших аркана. Вы его очень зацепили. Я не могу сказать, что, знаете, вот полюбил всем сердцем, всей душой, да, есть такое, что человек готов жизнь отдать. Нет, это не ваш случай. Но его к вам тянет настолько сильно, и вот эти душевные порывы, они очень искренние. Вы его прям задели, зацепили, и он не может просто выбросить вас из головы. Он не может каким-то образом, знаете, вот переключиться на что-то другое. Он уже и в себе разбирался, он уже и как-то, знаете, вот старался с позиции разума ко всему подойти. Но все равно он приходит к тому, что его к вам тянет, сильно тянет. И это не наигранно, здесь он не ищет какую-либо выгоду. А это чувства, это эмоции, это интересы, которые, знаете, вот совершенно искренние. Что он думает по поводу вас, ваших взаимоотношений? Какие у него мысли возникают? Вы знаете, ну, у большинства здесь могут отыгрываться отношения на расстоянии. Он считает, что их как-то, вот знаете, вот нужно поддерживать, хотя могут быть обстоятельства, но опять же, вот карта гора и смерть, это препятствия, преграды, которые нужно преодолевать. Слушайте, сплошные старшие арканы. Либо же здесь ставить точку, либо как-то вот брать ситуацию в руки и решать этот вопрос. И вы знаете, он готов этот вопрос решать, он готов бороться. Он бы хотел, чтобы ваше общение продолжалось. Он не хочет ставить точку, потому что он понимает, что вот если в текущей ситуации оставить все как есть, то это будет точка, да, это будет финал. Его этот финал не устраивает. И он намерен как-то вот взять ситуацию в свои руки и проявить инициативу. Будет бороться со сложностями, будет противостоять препятствиям, трудностям, что, собственно, неплохо, что очень хорошо. А давайте посмотрим, что он вам все-таки хотел написать, хотел сказать, но так и не решился.
О чем были его мысли, которые он вам не решился изложить? Ну, во-первых, здесь у человека очень сильная страсть, очень сильная ревность по отношению к вам. И, естественно, он очень хотел рассказать вам о том, как сильно он по вам скучает, как ему без вас плохо, сложно, тяжело. Но здесь есть обстоятельства, которые он преодолеть не в силах. Вот, судя по всему, сейчас он как-то вот нашел лазейку, нашел пути решения проблем, которые стоят вот прям этой горой, которые будут являться причиной завершения всего в случае бездействия. Но здесь, знаете как, он на тот момент, когда он хотел вам об этом сообщить, он был как, знаете, вот скован цепями, как замкнутый какой-то круг, из которого он не мог найти выхода. Собирался двигаться вперед, естественно, с вами, естественно, по направлению к вам, но были какие-то вопросы, на которые он не знал ответа. Собственно, и сейчас такие вопросы есть, которые не содержат ответа. Но в тот момент, здесь, знаете, здесь те ответы, которые он мог озвучить, они больше его огорчали и разочаровывали. Здесь были какие-то ошибки, о которых он не хотел вам говорить. Это его ошибки, это его какие-то проступки. Что еще хотел вам сказать, но так и не решился. Ему с вами гармонично, ему с вами хорошо. Вот для тех, у кого здесь третьи лица присутствуют, да, у кого отношения не свободные, здесь он вполне настроен на такой формат, да, на формат тайных отношений, любовных отношений, он этого не отрицает. Но дело в том, что он не знал, как поступить, как лучше ему сделать. Он действительно, как знаете, вот скован цепями, подвешен прямо вот вниз головой, не в состоянии что-то сделать. Он скучал по вам. Он и сейчас скучает по вам, ему одиноко. Его к вам очень тянет. Ему вас хочется, да, то есть он вас желает, ему с вами хорошо. И он, собственно, именно об этом и собирался сказать, как соскучился, как он вас страстно желает, как ему не вкусно, не сладко без вас, но он находится в такой ситуации, из которой он выхода не видит. Вот сейчас, на текущий момент, он понимает, что нужно брать ситуацию в свои руки. На тот момент, когда хотел отправить, здесь, знаете, он руководствовался разумом, а не чувствами. У кого-то здесь вопросы субординации, у кого-то несвободные отношения, у кого-то просто проблемы, в которых мужчина включил именно разум. Руководствовался не чувствами, а вот именно разумом. И ему, собственно, приходилось мириться как-то с теми ограничениями, которые вставали перед ним, как вот эта вот гора, как препятствие. Но вас ему очень-очень сильно не хватало. Вас он очень-очень сильно желал, по вам скучал и ощущал, что хочет быть рядом. Вот такой был первый вариант, такая была первая позиция. Именно об этом писал вам загаданный вами человек. Давайте посмотрим, что у двоечек у нас. Второй вариант. Второй вариант. Что он вам писал, так и не отправил. Это лилия. Карты падают. Начинает уже разговаривать. Итак, общее отношение человека к вам. Двоечки, как он к вам относится? С нежностью, с искренностью. Вы знаете, здесь есть влияние другой женской фигуры. Это может быть мама, это может быть и соперница, но отношение к вам у него очень нежное, очень теплое. Прям вот чувства есть. И чувства, они настолько нежные, настолько искренние. По-настоящему он в вас влюблен. И обязательно хочет ваши отношения укреплять, развивать, продолжать со всеми такими положительными, вытекающими отсюда последствиями. Единственный момент, он находится под влиянием другой женской фигуры. Ну, давайте посмотрим, может быть, это просто мама, может быть, это просто мама, сестра, та мадам, к которой он будет прислушиваться. Давайте посмотрим, какие у него чувства к вам, вот именно детально. Какие у него чувства к вам. Ревность, переживание. Нет, здесь, скорее всего, треугольник. Здесь, скорее всего, какая-то другая женщина. Чувства у него к вам есть, причем очень нежные, очень искренние, но на сегодняшний день они доставляют ему боль, переживание, ревность.
есть все-таки другая женская фигура, эмоций к ней как таковых не испытывает. Если это супруга и постоянная спутница, то там больше разочарования. И держатся эти отношения на чем-то таком, знаете, вот на обязательствах каких-то, на каких-то обещаниях, но не на любви. Вы его вдохновляете, вы его мотивируете. Возможно, вы сейчас в ссоре находитесь или какое-то недопонимание между вами возникло, потому что здесь в чувствах прям мечи. Изначально-то очень тепло к вам человек относится, но какой-то либо момент был, либо ситуация, которая его, знаете, вот как-то подкосила, обижен, переживает, больно ему, сложно. Но, вы знаете, такое чувство, что он сейчас вот переживет это в себе, все переварит, перекрутит, и снова выглянет солнышко. Он вообще привык побеждать. Он не пессимист, он весьма такой оптимистичный товарищ. Вы его очень, знаете, вот цепляете, вы его очень интересуете в плане того, что не такая, как все, не похожая на других, вот какая-то особенная. И вот эти чувства, которые у него, в принципе-то, к вам изначально, они очень нежные. Просто вот повторюсь, здесь какие-то моменты, нюансы, которые все-таки накладывают свой отпечаток. А что он думает? Давайте посмотрим о вас, о ваших взаимоотношениях. Какие у него мысли? Вы вот прям волшебная, чудесная для него. Планирует обязательно продолжать с вами взаимодействие, но не видит пока возможности. То ли денег не хватает, то ли возможностей каких-то вот ресурсов не хватает. Очень хочет выйти на связь, сделать шаг навстречу. Это могут быть подарки, сообщения, приглашения, предложения. Такое чувство, что, вот знаете, какой-то не самый приятный момент был между вами, да, недопонимание, обиды. И он хочет выйти из этого нересурсного состояния, понимает, ну, собственно, он правильно здесь все думает, карта Иерофант. Он, знаете, вот правильных таких вот взглядов, да, то есть мужчина должен нести ответственность, мужчина должен делать первый шаг, признавать ошибки, уметь, да, если дорогой человек сделал ошибку сам, то простить, поэтому здесь очень хорошие положительные мысли, стремиться к тому, чтобы все между вами вот как-то вот наладилось, протекало в положительном русле и продолжалось не день, не два, а достаточно длительный период. И вы знаете, нужно опять же отметить, что у него здесь вот правильные традиционные взгляды на все, что происходит. Давайте посмотрим, что же он вам писал, но так и не отправил. Что он вам писал, но так и не отправил. Да, кстати, для тех, у кого не свободен мужчина, либо не свободны вы, Иерофант — это символ традиционного брака, и здесь наличие вот этого брака, оно является тоже таким из основных условий. Писала о том, что боится. Боится, очень много думает, очень много переживает о том, что между вами происходит. Очень хочет, знаете, вот если вы на расстоянии, то стремится к вам приехать. Хотелось бы, вот если в ссоре, помириться. Для тех, у кого все хорошо, но с препятствиями, ему очень хочется вывести ваши отношения на новый уровень. Он будет стараться, несмотря на страхи. Но здесь страхи, давайте посмотрим по поводу чего страхи. Он очень боится того, что все между вами закончится. Он очень боится финала, потому что ему без вас больно, сложно, он переживает. Мог, кстати, в этот момент, когда писал, не отправил, находиться в состоянии алкогольного опьянения, да, вот в измененном состоянии. Семерка кубков — это карта иллюзий. Да, совершенно верно. Здесь происходит такое, вот знаете, непонимание того, что происходит, непонимание того, что между вами, но ему очень хочется как-то вот постараться что-то сделать, приложить усилия для того, чтобы ситуация между вами изменилась в лучшую сторону. Ему нужно взаимодействие с вами, он понимает, что вы друг друга дополняете. И для тех, у кого связаны вы, может быть, с деловыми отношениями, рабочими, то здесь вот эти вот деловые и рабочие моменты, они будут являться таким, знаете, как связующим звеном. Они будут являться как такой палочкой-выручалочкой, на основе которой можно все это восстановить.
Потому что на самом деле он писал о том, как ему страшно, страшно, что все закончится, скучает без вас, тревожится, думает постоянно о вас. Его беспокоит ситуация, в которой нет конкретики, нет определенности. Но он не намерен опускать руки, он планирует сделать все для того, чтобы между вами ситуация наладилась и обрела какие-то, знаете, вот ясные, четкие рамки и очертания. Поэтому вот у двоечек такая ситуация. Дороги вы человеку и очень переживает относительно того, что между вами есть, и еще больше относительно того, чего между вами нет. Вот такая вторая позиция. Давайте теперь к троечкам. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Теперь третий вариант у нас. Что он вам писал, но так и не отправил, так и не решился отправить. Давайте посмотрим общие отношения человека к вам. Общие отношения. Стабильность. Как-то тоже все непросто. Вот вы знаете, ни в коем случае не хочет вас терять, но не готов выходить из той зоны комфорта, вот в которой он находится. И вот это состояние статики, потому что карта якорь, это на самом деле такая вот двоякая ситуация. Плюс-то в том, что да, действительно терять не хочет, минус в том, что дальше двигаться не готов. И вот эта вот стабильность, да, стабильность-статичность, она приводит к, прям, знаете, тяжести какой-то. Карта крест – это прям сложные, тяжелые испытания. И вот эти тяжелые моменты, тяжелые ситуации, они могут истощить настолько, что все подойдет к концу, все подойдет к финалу. Но вы знаете, нужно сказать, что всегда будет стремиться он наладить мосты, даже после того, как что-то, знаете, вот казалось бы, закончено будет, да, даже если между вами все прекратится, завершится, все равно будет стремиться к тому, чтобы наладить связи, навести вот эти вот мосты и возобновить взаимодействие между вами. А что в чувствах у него к вам? Что в чувствах у него к вам? Противостоит своим чувствам, он с ними борется. Он понимает, что вы не просто человек в его жизни, он понимает, что вы не просто так в его жизнь вошли. Смотрите, вы его родственная душа. Вы его родной, близкий человек. Он понимает, что он любит вас. Но, с другой стороны, ему приходится вот с этими чувствами бороться. А почему борешься-то? Почему? Так, ну, во-первых, у кого-то здесь нерешительность, а у кого-то здесь просто-напросто несвободные отношения и присутствие третьих лиц. Поэтому, собственно, ситуация непростая, но чувство однозначно у него к вам есть. Просто, знаете, порой ему приходится им сопротивляться. Из-за чего? Потому что эгоист изначально. Вот изначально он эгоист. Всегда себя ставит и будет ставить на первое место. Всегда будет ставить себя на первое место. И вы знаете, порой он просто не верит в свои силы. Почему? Ну, ты как ребенок, почему ты не делаешь каких-то более таких решительных шагов? Потому что он считает, что вы гораздо выше него. Да, он любит себя. Но если говорить о том, какой статус он готов вам присвоить, да, какой титул, какой ранг, в какой ранг возвести, да, то вы, по его мнению, на несколько ступеней выше находитесь. Вот он где-то на земле бегает, а вы вот такая звезда, прям вот неземная. Вы и умны, вы и красивы, вы и достойны. Такое чувство, что он порой не верит просто в свои силы, да, любит себя. Ну, казалось бы, возьми ты ситуацию-то в руки, как-то вот поднапрягись. Нет, мы здесь слишком себя любим, негоже такой вот царской особе как-то вот утруждаться. Поэтому здесь, конечно же, палка о двух концах. А что думает относительно вас, ваших отношений? Что думает? Он считает, что это для него какой-то урок.
Он считает, что это все, вот знаете, вот он должен пройти какие-то трудности, испытания, он должен в себе разобраться, да, вот ему проще. И он считает почему-то, что он не в состоянии сейчас вот как-то на что-то повлиять. Он ждет, он ждет. Есть люди, которые готовы, прям, не знаю, любые стены сносить для того, чтобы добиться цели. Нет. Он будет, знаете, вот копаться в себе, как-то вот отстраняться, ходить по кругу, ждать каких-то знаков, сигналов. А для того, чтобы самому приложить усилия, он такое чувство, что будет больше искать какие-то отговорки для того, чтобы ему не делать, чем собраться и пойти уже оторвать себя от дивана, от стула, от вот этой вот зоны комфорта и пойти что-то сделать. Нет, он считает, что то, что происходит между вами, это не в его силах, не в его власти. Здесь ему проще вот как-то вот отказаться, опустить руки и так далее. Он считает, что ситуация с вами, она кармическая, она ему для чего-то, для каких-то уроков вот просто дана, да. Хоть вы и дорогой для него человек, но ему приходится сопротивляться своим чувствам, потому что он здесь инфантильность свою показывает, да, эгоизм, инфантильность, на первое место ставит себя и переутруждаться не хочет. А что он вам писал, но так и не отправил? Такие слова. Какую вообще информацию? Иллюзии, мечты. Ну, опять же, не исключаю того, что человек находился в состоянии каком-то измененном, да, то есть под влиянием алкоголя находился. Ой, вы знаете, такое чувство, что он... Ну, здесь тайные отношения. Вот либо же он вам готов был предложить тайные отношения, да, если вы еще до такого формата не дошли. Если вы с ним в так или иначе стабильных отношениях находитесь, то, скорее всего, девочки, хотел признаться в измене, потому что Верховная Жрица, карта Дьявол в измене, либо в том, что есть другая женская фигура, которая так или иначе оказывает на него влияние. Поэтому здесь как признание это. Да, скорее всего, здесь и страсть. Такое чувство, да, колесо фортуны. Здесь вот это вот его признание, оно должно было поменять ход событий. Оно должно было, смотрите, провести вас через эти вот испытания. И, судя по всему, вот это признание, оно должно было поставить точку. Должно было, вот знаете, либо туда, либо сюда. Но, повторюсь, после этой точки он все равно старался бы наладить как-то с вами связь. Просто здесь человек такой, ну, давайте скажем правду, слабенький. Здесь человек, который такой вот инфантильный, эгоистичный и недостаточно сильный. Идти на поводу кого-то другого он может, а признаться вот в каких-то таких вот либо поступках, да, либо взять ответственность за свои дела, действия, поступки, он пока до этого еще не дозрел, ну и, скорее всего, не дозреет. Поэтому вот у троечек такой вариант, не особо такой приятный, не особо перспективный, радужный, но что есть, то есть. Вот такая у нас с вами была третья позиция. Благодарю всех за просмотр. Буду благодарна всем за обратную связь. Можно в комментариях написать, как у кого отыгрывается расклад общий. Благодарю всех за ваши лайки, комментарии, подписки. До встречи в новых видео.